Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о умных часах из линейки носимых гаджетов Amazfit. Напоминаю, что выпускает эти устройства компания Huami, известная также тем, что является фактическим производителем для очень популярной марки фитнес-браслетов Xiaomi Mi Band. Героем сегодняшнего обзора будет продолжение линейки Amazfit Bip, устройство, которое называется Bip U. Напомню, что предыдущие модели назывались Bip и Bip S. Модель A2017 BPU. Экран 1,43 дюйма, выполнен по технологии TFT 2.5D. Защита Gorilla Glass 3. Интерфейс Bluetooth BLE 5.0. Операционная система RT-OS. Сенсор BioTracker PPG версия 2, измерение пульса и содержание кислорода в крови. Другие функции: шагомер, оценка качества сна, уровень стресса, календарь женских циклов, мировое время, управление музыкой и камерой телефона. Спортивные режимы более 60 вариантов. Водозащита 5 атмосфер. Аккумулятор 225 мАч до 9 дней при стандартном использовании. Размер 40,9 на 35,5 на 11,4 мм. Приложение управления ZEP, ранее называлось Amazfit. Устройства Amazfit бюджетного класса поставляются в прямоугольных тонких коробках белого цвета, с цветной фотографией устройства на фронтальной части, логотипом бренда и названием модели, выполненной красивым переливающимся шрифтом. На задней стороне на 9 языках, включая русских, написаны требования, которым должно соответствовать устройство, к которому планируется подключить часы. Оно должно иметь на борту Bluetooth 5 и управляться Android не ниже 5 и iOS не ниже 10 версии. Тут же указана комплектация. Открыть коробку можно только оторвав контрольную ленту в нижней части, целостность которой подтверждает, что после завода коробку никто не вскрывал. Внутри все плотно, чтобы содержимое не болталось. В комплекте к часам идет кабель с зарядным доком. Причем его можно развернуть тоже, только сорвав контрольную ленту. И инструкция на 14 языках, включая русский и украинский. В инструкции, кроме прочего, имеется и перечень технических параметров. Все наиболее важные я уже сказал в начале обзора. По некоторым параметрам тут есть расширенная информация. Зарядка подключается к любому блоку питания стандартным USB разъемом. Можно использовать даже порт компьютера, часы не требуют больших токов при зарядке. Как и предыдущие модели линейки BIP, новинка имеет квадратную форму. С правой стороны, имитируя часовую заводную головку, находится единственная физическая кнопка. Сравнительно с предыдущими версиями размер экрана увеличился. Кстати, это не единственное его улучшение. Поверхность сделана по технологии 2.5D, плавно опускаясь к краям. Хотя боковую кнопку рефлекторно хочется покрутить, так она не работает. Она воспринимает только нажатие, короткое и с удерживанием. На задней стороне находятся линзы лазерного сенсора BioTracker PPG-2, который проводит измерение пульса, в этом случае используется зеленый спектр, и содержание кислорода в крови, при этом используется красный. Сверху и снизу находятся контакты для зарядки. Ширина стандартного ремешка 20 мм, он быстросъемный благодаря подвижным подпружиненным рычажкам. В продаже имеется большое количество сменных ремешков разных цветов и материалов – силиконовых, матерчатых, металлических или кожаных. Зарядный док позиционируется и удерживается на корпусе благодаря магниту. Таким образом, неправильно подключить его просто не получится. При зарядке на экране отобразится текущее время, дата, день недели и индикатор заряда в форме круга. Время полной зарядки занимает около 2 часов. Для подключения к приложению, которое мы сейчас рассмотрим, на экране часов отображается QR-код. Благо разрешение экрана позволяет, оно выросло почти вдвое по сравнению с предыдущей версией. Для работы с устройством нам понадобится фирменное приложение ZEP, раньше оно называлось Amazfit. Кстати, если вы ранее использовали MyFit, то при входе через тот же Mi аккаунт в ZEP у вас подтянется вся история и устройства. Идем в меню добавления новых устройств, где выбираем тип устройства, часы с QR-кодом. Разрешаем приложению доступ к камере и сканируем код с экрана. После этого подтверждаем подключение на экране часов и ждем, пока закончится процесс синхронизации и обновления прошивки. Главный экран приложения содержит в себе все данные за текущий день, количество пройденных шагов, сожженных калорий, данные о сне и различные замеры пульса, уровня кислорода в крови, стресса и веса. Данные о тренировках, о достижении цели по шагам. Параметров тут довольно много, причем часть из них поступает в приложение с умных гаджетов, а часть можно вносить вручную. В каждый из них можно зайти для подробной информации, например, режим тренировки на открытом воздухе. Он покажет и карту маршрута, и время, и скорость, и количество сожженных калорий, и нагрузку по времени. Вторая вкладка, которую назвали «Наслаждаться», показывает сначала все доступные опции для данной модели устройства, а далее все остальные, которые только возможны при использовании устройства Amazfit.
Третья вкладка «Профиль». Тут имеется список подключенных устройств. В моем случае это герой обзора, который на время тестирования заменил мои основные часы Amazfit GTR 2. В один момент времени могут быть активны только одни часы, остальные переходят в статус «неактивно» без удаления из аккаунта. Тут же можно увидеть умные весы Xiaomi, которые отсутствуют в списке устройств приложения, но при этом нормально работают, перекочевав из MyFit. Кроме этого, возможно подключение других аккаунтов, в том числе Google Fit и Strava. Вот так выглядит меню настроек часов. Стоит отметить, что циферблат на картинке соответствует реально установленному на часах. Тут же указан процент заряда и когда часы заряжались в последний раз. По остальным опциям пройдемся подробнее. Первая опция «Магазин» дает доступ к выбору циферблатов для часов. Их тут довольно много, они разбиты на категории. Несмотря на название раздела, покупать их не нужно, они бесплатны. После выбора циферблата приложение покажет, как он будет выглядеть на часах, так что оценить вид можно и не загружая его. Меню уведомлений – это, на мой взгляд, одна из основных и самых важных функций. Я, например, уже несколько лет использую телефон исключительно в бесшумном режиме. Часы удобнее, надежнее и не мешают окружающим. Для звонков можно включить опцию показа контакта и даже быстрого ответа в смс-сообщение, если вы не можете взять трубку. Приложения, которые будут присылать сообщения, вы выбираете самостоятельно, причем в мессенджерах чаты с отключенными уведомлениями на часы тоже ничего не шлют. При включении опции, напоминающей вам о физической активности, можно указать время, в какое она будет работать. Очевидно, что ночью она не актуальна. СМС выводит текст на экран часов, а уведомление о цели сообщит о выполнении дневной нормы по шагам. К слову о вибрации. В этих часах поддерживается функция создания своего рисунка вибрации. На каждый из возможных вариантов уведомления можно создать свой уникальный виброотклик. Для этого нужно перейти в меню создания нового рисунка вибрации. Запустится запись. Пока она будет идти, нажатием на экран запускаем вибрацию, отпускаем паузу. Слишком длинные записи делать не стоит, это негативно влияет на автономность работы. Раздел мониторинга здоровья позволит установить интервал автоматического измерения пульса. Понимаем, что чем чаще, тем быстрее расходуется заряд. А также включить уведомления, если пульс превышает заданный предел. В разделе настроек указывается то, на какой руке вы их носите, это нужно для корректного снятия информации. Интерфейс часов автоматически устанавливается на том же языке, что язык смартфона, но его при желании можно поменять. Управление списком программ позволит изменить порядок виджетов на экране часов, а также убрать в меню больше то, что используется реже. Список дел – это напоминалка, тут пишется заметка, дата и время, когда она будет выведена на экран часов, позволит не забыть что-то сделать. Еще одна из самых используемых функций, по крайней мере для меня, это будильник. Их можно создавать много, и разовые, и периодические в зависимости от дня недели. А опция ручного создания рисунка вибрации позволит сделать особенно назойливые длинные уведомления, что будет полезно для тех, кому тяжело проснуться. С включенным режимом обнаружения часы будут видны в Bluetooth окружении, например, при использовании их в качестве метки присутствия. Но сама по себе эта опция довольно загадочная. Я лично сталкивался с тем, что на одном и том же смартфоне с одними и теми же часами, но на разных аккаунтах ZEP, в одном случае она есть, а в другом нет. Часы могут передавать данные о пульсе на другие устройства, правда тут ничего конкретнее добавить не могу. Также можно ограничить подключение к другим приложениям. Для корректной работы приложения убедитесь в том, что оно автоматически запускается при старте смартфона и имеет разрешение на работу в фоновом режиме. Кроме этого, я еще запретил принудительную выгрузку из памяти для него. В меню экспериментальных опций есть возможность подключать часы в режиме беспроводного пульта управления для использования совместно с камерой смартфона. Постоянно держать этот режим активным я не вижу необходимости. Данные о погоде будут показываться в зависимости от выбранной локации. Для некоторых будет удобна функция настройки мирового времени для других часовых поясов, а в меню информации можно узнать MAC-адрес часов, например, для использования в качестве BLE метки. Перейдем к экранам часов. Как я уже упоминал, вариантов оформления очень много, на любой вкус. Несколько экранов хранится локально, и их можно менять прямо с часов моментально, но остальные загружаются и синхронизируются с телефона. Свайпом сверху вниз вызывается меню основных настроек. Тут собраны основные опции, например, режим «Не беспокоить». У него есть в свою очередь еще 4 режима. Всегда включен, всегда выключен, включение автоматически, когда часы посчитают, что вы заснули, или по установленному времени. Также с экрана часов можно полностью управлять будильниками, создавать, включать и выключать. Это очень удобно, нет необходимости запускать приложение на телефоне для установки времени и периодичности срабатывания будильника. Яркость экрана можно устанавливать и вручную, и автоматически.
Должен сказать, что автояркость работает совершенно адекватно и корректно. Остальные настройки, которые не востребованы каждый день, либо устанавливаются один раз в начале эксплуатации часов, вынесены в отдельную менюшку. Тут уже есть упомянутое мной меню смены циферблатов из тех, что хранятся на часах локально. Время активности экрана после активации и его блокировка. Это пригодится, например, в бассейне. В таком режиме экран перестает реагировать на нажатие и разблокируется по нажатию на кнопку. Для меня удобной опцией является настройка времени, в которой часы будут автоматически включаться при поднятии руки. Ночью эта функция мешает, и ее можно таким образом автоматически отключать. На длительное нажатие боковой кнопки можно установить запуск одной из предустановленных программ. По умолчанию стоит режим тренировки. И напоследок можно упомянуть о настройке интенсивности вибрации, что, кстати, есть далеко не во всех моделях умных часов. Это вдобавок к возможности создавать собственный рисунок. Также можно устанавливать предпочтительный формат отображения времени и даты. Свайпами вправо и влево прокручиваются виджеты, вынесенные в меню быстрого запуска. Тут собрано все наиболее часто используемое. Информация о суточной активности, управление музыкой, текущее значение индекса персональной активности. Напомню, он рассчитывается в зависимости от физической нагрузки и накапливает значения в течение недели. Рекомендуемое значение от 100 или больше. Тут же находятся режимы измерения. Пульса с расширенными историческими данными, содержание кислорода в крови, напомню, это значение должно превышать 95%. Также из измерительных имеется опция уровня стресса. Эти показания тоже основаны на пульсе, но измеряют не частоту, а вариабельность сердечного ритма. К числу часто используемых приложений относится, конечно же, и погодный виджет, который показывает не только текущую обстановку, но и прогноз на неделю. Для доступа ко всем опциям, доступных для часов, необходимо нажать на боковую кнопку. Пролистывание по вертикали. Часть опций мы уже рассмотрели, они есть в настройках и на ленте быстрого запуска. Настройка меню производится в приложении, об этом я уже говорил ранее. Это позволит перенести неиспользуемое или редко вызываемое приложение в меню «Больше». Здесь можно просмотреть расширенную информацию по физической активности и по качеству сна. Функция мирового времени позволит узнавать в онлайне текущее время в других часовых поясах, это может понадобиться для решения определенных задач. Pomodoro Tracker – это интересная система организации времени, которая предлагает разделять задачи на отдельные части, так называемые помидоры, длительность которых по умолчанию полчаса, из которых 25 минут – это полная концентрация над решением задачи, а 5 минут – отдых. Про режим беспроводного пульта для управления камерой смартфона я уже упоминал ранее при обзоре приложения. Журнал тренировок хранит расширенные данные о физических активностях, имеется в виду тех, что проводились в спортивных режимах. К слову о спортивных режимах, тут их более 60, включая самые экзотические. Их расположение можно настраивать с экрана часов. В самом же режиме тренировки он в центре отображается ее время, текущий пульс и в зависимости от типа тренировки либо количество шагов, сожженных калорий, расстояния, скорости и так далее. Свайпами в стороны переключаются экраны управления тренировкой, в которой имеются кнопки остановки и паузы, и управление музыкой, что очень удобно именно в этом режиме. Для сравнения показаний измерения датчика я использую пульсоксиметр Uwell EX303, ссылка на обзор в описании. Основная разница в том, что часы проводят точечный размер, а пульсоксиметр в динамике. Показания или очень близки, или полностью совпадают. На этом слайде пульс 91 и на часах, и на приборе. Аналогично и для замера уровня кислорода в крови. При замере нужно находиться в неподвижности, а экран часов должен быть направлен вверх. Предварительное значение показывается уже в ходе измерения, и оно также не расходится с пульсоксиметром. После завершения показания фиксируются и синхронизируются с приложением. Как видим, точность датчика подтверждается показаниями специализированного прибора для измерения пульса и уровня кислорода. Несколько слов об автономности. Она напрямую зависит от характера использования. В моем случае это активное тестирование, спорт-режимы, многократные замеры пульса, уровня кислорода и стресса. Работа будильников и многократные уведомления, постоянный мониторинг пульса и оценка качества сна. Одного заряда аккумулятора хватило ровно на неделю. При более спокойном режиме думаю, что аккумулятора будет хватать на срок до 2 недель. Новая модель получилась очень функциональной, а также удобной. За счет маленького веса часы практически не ощущаются на руке даже ночью, а небольшая толщина позволяет им не цепляться за одежду. При этом в них реализован весь основной функционал, который нужен для устройств такого класса. Это и уведомления, и напоминания, и управление музыкой, и данные физической активности. При этом еще раз акцентирую ваше внимание на крайне удобной и довольно редкой функции создания собственного рисунка вибрации.
На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также купоны и акции на товары умного дома вы можете прочитать в моем телеграм-канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч.